До XVIII века в Европе в водоемах мылись бедняки, у которых не было своих бочек для купания и дров, чтобы подогреть воду. Но потом доктора стали предписывать окунаться в холодную морскую воду в лечебных целях. Появились плотные фланелевые сорочки для купания. На подол пришивали грузики, чтобы платье не всплывало. К началу XIX века стали предписывать теплую морскую воду, и купание уже стало не только лечебным занятием, но и отдыхом. Так стали появляться первые курорты. Зародилась мода на одежду для купания. Простая сорочка для купания стала сложным нарядом. Теперь это платье, шаровары, блюмерсы, чулки, туфли и чепчик. Пляжи были поделены на мужские и женские. К середине XIX века стали появляться смешанные пляжи. В 1860 году для мужчин придумали хлопковые комбинезоны леотарды, названные по имени французского акробата Жюля Леотара. А в строгой викторианской Англии был неприличен вид мокрой одежды, обтягивающей тело. Появились машины для купания. Это передвижные кабинки, в которых люди переодевались. Потом эту кабинку завозили в воду с помощью лошадей или людей. А на некоторых курортах были рельсы, по которым кабинка заезжала в море. В некоторых кабинках даже были складные рукава из брезента, чтобы не было видно женщину при погружении. К концу викторианской эпохи в 1890-х появился костюм принцессы в виде слитного комбинезона, поверх которого надевали платье. Это был прародитель слитного купальника.